очень красиво. Но приходится очень неудобно. Припарковались мы вдоль дороги где-то на стоянке и идем пешочком. За нами целая толпа идет. Да, за нами идут тоже люди, припаркованные вдоль дороги. 2 километра где-то нам двигаться, но ничего. Зато будет сегодня очень интересный праздник. Мы вам об этом расскажем чуть дальше, вы увидите все, чему он посвящен, как называется, когда проходит. А мы идем вдоль оливковых деревьев. Такая вот красота, и погода хорошая. Видите, мы пешком входим в город Алькой. Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Мы сегодня приехали в город Алькой на очень интересный праздник, который называется «Мавры и христиане». Все вам, как всегда, покажем. Парковками здесь вообще плохо очень. Приехали мы с утра, но ни одной парковки свободной уже нет. Поэтому встали практически на въезде, да, на кольце, на въезде в Алькой, на кольце, где написано Алькой. И пешочком все дружно топаем на начало праздника. Праздник будет очень интересный, мы вам все покажем. Он в этом году, ну, как обычно, да, 3 дня. Сегодня будет шествие арабов и христиан, завтра детский какой-то праздник с шествиями, а в понедельник их финальные баталии. Ну, мы потом, попозже вам немножечко все расскажем. А пока идем и будем смотреть, что сегодня нам здесь интересненького покажут. Мы заметили, что на многих балконах домов висят вот такие вот флаги с крестами. И вообще это не только историческое мероприятие, но и очень красочное. Много-много людей проходит мимо нас в очень красивых костюмах. Итак, друзья, праздник «Мавры и христиане» празднуют с 16 века. Он как дань памяти тех событий, которые происходили в 13 веке на территории Испании. Это противостояние мавров и христиан, в которых христиане одержали победу. Вот. И сейчас проводятся такие мероприятия, где очень большое внимание уделяется костюмам. Это не только исторический праздник, но и очень такой красочный. А первыми, кстати, этот праздник стали отмечать в городе Алькой, где мы находимся. Он в провинции Аликанте находится. И именно здесь, как мы вычитали, придумали вот переодеваться в костюмы и устраивать такие шествия, символизирующие битву между маврами и христианами. Вот. И он в основном организуется, такой праздник, на территории провинции Валенсия, в Аликанте, ну и также в Мурсии, в некоторых других провинциях. Обычно в таких шествиях участвует большое количество жителей, в том числе самые маленькие дети. Например, в празднике, происходящем в Алькое, в шествии принимают участие более 5000 человек. В каждом муниципалитете праздник имеет, конечно, свои особенности. Друзья, сейчас мы зашли в парк Галариета, который мы вам показывали уже, когда гуляли по Алькою. И здесь тоже организован свой праздник, здесь вкусная еда, пахнет так вкусненько всякими колбасками. Какой же праздник в Испании без еды? Ну а костюмы вообще участников поражают своей красотой. Мы прочитали, что они целый год готовятся, откладывают деньги, потом шьют и, конечно, проходят. И также хочу сказать, что 5000 здесь людей участвуют, кто ходит в этих шествиях, участвуют в шествиях, в том числе маленькие дети. А вот это та самая беседка Галариета, в которую мы гуляли и показывали вам. Смотрите наши ролики. И прямо вот будем смотреть шествие, немножечко увидим. Ежегодно организаторы разрабатывают разные сценарии праздников, хотя структура фестиваля, она остается неизменной, включает в себя, как я уже говорила, 3 основных дня. Вот первый день сегодня – это день вторжений. В этот день с утра происходит шествие христиан, а вечером мусульман. А второй день, то есть завтра, это будет день Георгия Победоносца. В этот день по улицам города проходят шествия, в которых главными участниками являются дети. А третий день – это будет уже парад или битва войск.
Алексей проголодался. Алексей зашел в Палгалариетто и захотел есть, потому что здесь вообще запахи такие. Сосисочки жарятся, шашлыки, колбаски. Ну, вип-зона есть. Туда не пускают никого, видимо, для тех, кто проплатил билет и купил раньше. Но, во всяком случае, мы теперь немножечко представляем, как это все проходит. Если, друзья, вы будете в Испании или вы есть в Испании, на следующий год ходите в Алькой, смотрите это прекрасное красочное шествие. Нам нравится. Что, Алексей, ты решил приобрести? А мы взяли 2 бокадилля с французскими колбасками и, соответственно, ну как бы сервесы на празднике. Да. Колбасочки вот так жарятся там. Стоит 7 евро, кстати, бокадильо. Или можно картошку там, в общем, ну, разные варианты. Цены такие умеренные. Сангрия здесь есть за 6 евро. Жарко. Жарко. Классно. И контракет. Мы располагаемся под деревцем. Хорошо, что Такие очень много мест, здесь удобно. очень много мест. Смотрите, какие вкусные бутербродики с немецкими Да, запах- колбасками. Запах такой. Нас подкупили на испанском празднике немецкие колбаски. Думаем, что будет вкусно. Ну и знакомый нам парк Глориетто, где мы вечер. гуляем. Да. Видите, под деревцем. Зеленое дерево. Красота. С вами впечатлениями. Просто такая праздничная атмосфера. Народ, люди все ходят в таких традиционных костюмах, посвященных этому празднику. И у всех повышенное настроение, все друг друга приветствуют, улыбаются друг другу. Не забывают заходить в кафешечки, выпивать сервески. Ну, я хочу сказать от себя, что это не только историческое такое мероприятие, но еще очень живописное. Костюмы, они просто поражают, особенно нас, иностранцев. Мы впервые на таком празднике. Костюмы просто поражают своей красотой, своей яркостью какой-то, своей историчностью. Это стоит посетить, если вы еще не были, друзья, обязательно посетите такое мероприятие. Ой. Вот. Так что рекомендуем. Очень красиво и очень интересно. Ну и кроме того, можно познакомиться с исторической составляющей Испании. Посетив такое мероприятие, погружаешься как бы в историю, видишь все это такое театрализованное, казалось бы, но очень интересное мероприятие.
приглашенные участники прохода разбредаются по кафешкам, по различным барчикам. Они сидят, общаются, встречаются с родственниками и даже чего-то выпивают и едят. Я тут застряла. Наверное. Ну что, дорогие друзья, 3 числа шло вот это шествие, мы его смотрели, было очень интересно. 5 часов будет еще проход мавров, а завтра тоже еще следующее мероприятие. Ну и в понедельник еще одно мероприятие, посвященное уже битве там за крепость между маврами и христианами. Очень интересно, очень красочное, историческое, красивое шествие. И для тех, кто будет в Испании, обязательно посетите, вот, например, в городе Алькой, мавры и христиане в апреле месяце. Так, друзья, мы прошли почти весь город, посмотрели первую часть шоу, это шествие христиан, и в 5 часов вечера, шествие было почти 4 часа, ну, там 3 с чем-то, и в 5 вечера начнется вторая часть, это пойдут уже мавры. Действительно, это очень интересное мероприятие. Мы были впервые, вот за 5 лет, которые здесь живем, мы впервые посетили действительно такое мероприятие «Мавры и христиане», хотя очень много слышали об этом. А для тех, кто в Испании еще не был или кто собирается приехать в Испанию, посетить, посмотреть, в апреле месяце посещайте вот еще и такое мероприятие. Очень интересно, красочное, историческое, музыкальное шествие. Дети идут, кидают разные петарды, салютики, такие безопасные. И, конечно, все радостные, все на позитиве, и бабушки, и дедушки, и деточки маленькие в колясочках. Все собираются на этот праздник. Он действительно, видимо, для испанцев очень много значит. И если с исторической точки зрения посмотреть в истории Испании, то, конечно же, это есть такая значимость этого праздника, этого мероприятия. Все к этому присоединяются, кто-то участвует, кто-то смотрит, кто-то приветствует друг друга. Видно, что там родственники, друзья, знакомые, школьники здесь собирались, когда мы проходили мимо. Все в костюмах, все очень красивые, нарядные. Что еще? Это музыка, это какие-то угощения, это разные колбаски, какая-то еда на барбекю. И я думаю, что это продлится вот с 10 утра и до вечера это мероприятие. Завтра продолжение. И в понедельник, как я уже говорила, снова это такая стилизованная битва между маврами и христианами. Битва за крепость, в которой побеждают в этом городе христиане. Я слышала, что в одном из городов региона Мурсия побеждают мавры. Вот. Поэтому все, друзья, мы показали вам опять очередное хорошее, интересное мероприятие. Надеемся, что это было вам полезно, интересно. И встретимся вновь в наших роликах на нашем канале. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Пока-пока. Всем позитива. Адьос, амигос. Встретимся вновь. Пока-пока. Только недавно мы были вон там. Пришлось идти по дороге, как мы сказали в начале этого видео. Видите, как здесь стихийные парковки, можно сказать. В городе места уже не было и нет. И здесь наша парковочка. Мы дошли наконец-то. Вот на этом теперь видео точно наше заканчивается. Мы едем обратно, мы едем домой. А погода у нас наладилась. Солнышко, небо голубое. Погода шикарная.